Добрый день, дорогие весы, это ваш расклад на август. Сегодня расклад на столе. Хочу поближе, чтобы вы смогли рассмотреть карты. А вы потом в комментариях напишите, какой вам нравится больше, со мной в кадре или на столе, как будет сегодня. Так, давайте, весы, достанем первую карту для вас на август месяц. И это карта четверка мечей. По этой карте идут какие-то переживания у вас, сомнения, тревога, за что-то вы, может, боитесь. Ночью даже, знаете, может быть, из-за этого спать не можете, накручиваете себя, обдумываете, ищете там вариант решения той или иной проблемы. Но это карта таких вот переживаний, сомнений. Так, давайте следующую карту посмотрим. Еще по этой карте, может быть, вы очень устали, вам нужен отдых, поедете куда-нибудь за город. Так, король жезлов. Король жезлов — это у нас карты двора, они показывают у нас людей, и здесь идет мужчина, может быть, это вы, может быть, рядом с вами в августе будет такой человек, может быть, это какой-то профессии человек определенный, да, к которому вы будете обращаться за помощью, и он вам эту помощь окажет. Но это человек, знаете, такой, который контролирует ситуацию, принимает решения, ответственный, который может активно действовать. Может быть, у вас какая-то есть проблема, вы будете обращаться за помощью, и этот человек вам поможет. Это может быть адвокат, например, да, либо же муж ваш, либо же, если вы мужчина, вы будете какие-то вопросы решать по бизнесу. Нужно будет принимать решения, контролировать, быть ответственным. Это может быть организатор какой-то. Может быть, у вас свадьба, вы будете организовывать ее, да. Ну, вот это такая вот карта активных действий. Следующая карта для вас, весы, на август. Это карта восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей показывает на то, что у вас будет много работы. Это денежная карта, карта денег. И здесь вы будете выполнять работу и получать за нее деньги. Либо же вы будете обращаться к человеку, мастеру своего дела. Например, что-то отремонтировать, починить, что-то сделать. И за его услуги вам придется платить деньги. Но это карта мастера, карта работы. Либо же вы будете очень много работать в августе, за что потом получите деньги. Либо же вам нужно будет платить деньги человеку, который для вас сделает ту или иную работу. Следующая карта для вас, весы, на август. Это карта... Ой, это карта император. Снова у вас выпадает... схожая карта с королем жезлов. Похоже, это все-таки какой-то мужчина. Либо это вы, либо вот это может быть один и тот же мужчина. Но этот человек ведет себя вот как император, завоеватель, контролирует, когда человек ситуацию, руководитель, может быть, босс, начальник, директор, муж, может быть, даже ваш, либо молодой человек. Должен, знаете, как будто бы взять под контроль свою жизнь, бизнес, организовать и решать вопросы, человек стабильности. Возможно, вы такого человека встретите, обратитесь к нему за помощью, за каким-то советом, да. Но вот ощущение, как будто бы твердая почва, контроль, обладание какой-то властью, может быть, закон, порядок. То есть это такая серьезная карта. Может быть, какой-то контролирующий орган, не знаю. Вам виднее, весы. В августе потом можете написать в комментариях, как эти карты у вас проиграются. Но напомню, что расклад общий. Так, следующую карту давайте посмотрим для вас, весы. И это карта королева жезлов. У вас и король, и королева жезлов прям выпадает в этом раскладе. Королева жезлов у нас тоже очень активная такая карта. И это женщина, которая активно решает дела. Может быть, это адвокат, да, например, или риэлтор, или нотариус. Или турагент, который вам будет продавать путевку, да, и все договоры вы будете с ним составлять. Тур будете покупать. Много работы эта карта показывает. Это ответственность за бизнес, за семью, ответственность за свою жизнь. Много обязанностей у этого человека и тоже контроль ситуации. Это может будете вы, либо же вы к такой женщине будете обращаться за помощью. Так, у вас прям много карт двора, много людей будет вокруг вас в августе. Так, давайте посмотрим следующую карту. И это карта мир. Очень хорошая карта. Это карта старший аркан. По этой карте все будет хорошо. Эта карта, она показывает благополучие во всем. Может быть, даже по этой карте беременность или рождение ребенка. Если вы планировали, то в августе все получится, да, забеременеть, например.
Это когда идут вот именно положительные перемены и даже завершение какого-то цикла, может быть, начало нового. Также эта карта, вот как карта мир, да, наш земной шар, это еще международность. Может быть, это какие-то международные отношения молодым человеком или девушкой за границей, да, познакомитесь там по интернету, поедете в гости. Это может быть заграничный бизнес, заграничными партнерами, сделки какие-то тоже, либо по интернету, либо вы за границу отправитесь. Может быть, вы на отдых полетите там в Турцию, в Египет, на Кипр, куда угодно. Может карта показывать именно даже поездку куда-нибудь за границу. Но, во всяком случае, это только в положительном ключе. Так, давайте следующую карту для вас посмотрим. На месяц август. И эта карта Рыцарь Кубков. Рыцарь Кубков у нас водная стихия. Снова карты двора. У вас прям вообще, может, в гости вам кто-то приедет, какой-то молодой человек, да, с каким-то предложением. Но водная стихия, эмоциональная. Рыцарь может на коне еще показывать поездку куда-то. Действительно, куда-то вы на море отправитесь в августе месяце. Продолжим. Рыцарь Кубков. Поездки, повторюсь, приезд гостя, какое-то предложение, может быть, приглашение, новая встреча с вот именно молодым, талантливым человеком, эмоциональное, может быть, сближение на отдыхе, например, потому что чаша эмоций. Вообще, совет этой карты, знаете, строить как бы реальные планы, ставить себе реальные задачи и выполнять их в короткие сроки. Это именно совет этой карты. И тогда все будет хорошо. Но мне кажется, вы все-таки куда-то либо отправитесь, либо с кем-то познакомитесь, может быть, даже на море. Так, следующая карта для вас. Это карта семерка жезлов. По семерочке жезлов, смотрите, может быть какие-то новости, информация, события будут разворачиваться очень быстро. Это когда много дел, много целей, много задач, нужно какие-то вот решать насущные проблемы, постоянно что-то организовывать, планировать, решать, бегать, может быть очень-очень много у вас дел, и все будет происходить очень-очень быстро. Это огненная стихия, стихия действий. Еще по семерке жезлов карта вам говорит не останавливаться на достигнутом, ставить себе новые планы, новые задачи, новые цели. Может быть, у вас что-то закончилось, какой-то рабочий проект, да, и вы расслабились. По этой карте не нужно расслабляться, нужно, знаете, вот ставить себе новые задачи и достигать их. По карте Пентаклей у вас, похоже, будет много работы, и это все будет происходить очень, так, знаете, в темпе, без каких-то задержек, очень быстро. Работа пришла, сделали, заплатили, вот много суеты будет вокруг работы. Так, давайте посмотрим следующую карту для вас, предпоследнюю. И эта карта смерть, да, смотрите, похоже, у вас все-таки что-то закончится, какой-то этап в жизни, потому что карта смерть показывает на трансформацию, на завершение какого-то периода в жизни, начало нового. Это закрытие старой двери, старых отношений, разрывается с кем-то нить, может быть, общаться с кем-то перестанете, либо на работу, на другую устроитесь, со старой уйдете, да, переедете, например, с одного города в другой, либо, может, даже страну поменяете. Но это, во всяком случае, перемены, трансформация, закрытие одной ситуации, переход в новую. Вот жизнь, похоже, ваша в августе, что-то у вас закончится и начнется новое. Может, это какой-то судебный процесс был, какое-то образование, обучение, что-то вот завершается, и вы переходите на новый этап, поэтому не расслабляйтесь, ставьте себе новые задачи и двигайтесь дальше. Так, давайте посмотрим последнюю карту для вас на месяц август. Дорогие весы. И эта карта Королева мечей. Королева мечей — это женщина, карты двора, женщина, которая обладает стратегическим мышлением, логикой, умом, мудростью. Очень такая вот женщина мудрая и умная. Может быть, к такому человеку вам придется обратиться за помощью. Это может быть даже адвокат, юрист, нотариус, преподаватель, так как мечи — воздушная стихия, это обучение, да.
может быть, даже преподаватель какой-то, нужна будет вам какая-то помощь. Если же вы женщина, может быть, вы кому-то будете помогать в чем-то, да, это когда нужно попросить совета или дать кому-то совет, потому что человек с высоким интеллектом, авторитет может быть какой-то даже, но женщина сильная, умная и гордая, даже может быть где-то женщина, которая ни от кого не зависит, скажем так, у которой холодный ум, и она умеет четко принимать решения, может быть, даже это какой-то директор, который будет вас отпускать, например, в заграничную поездку в какую-то, либо же вы поменяете работу и станете работать сами на себя, станете сильной, независимой женщиной. Если вы женщина, если вы мужчина, это может быть ваша жена, коллега, просто какой-то юрист, который будет в вашей жизни присутствовать в августе месяце. Вот такой вот у вас получается расклад на месяц август. Пишите в комментариях, какой вам нравится больше, на столе или со мной вместе в кадре. Я почитаю, мне будет очень интересно. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Благодарю вас за просмотр. Увидимся в новом раскладе на сентябрь. До скорых встреч. Пока-пока.